Давным-давно жил один султан. Детей у него не было. Отправился он однажды путешествовать и по дороге встретил дервиша, которому рассказал про свое горе. Дервиш – это нищий. В сказках персонаж, наделенный волшебной силой. Дервиш говорит: «Возьми это яблоко, одну половину съешь сам, а другую дай султанше. Бог пошлет вам ребенка». Султан взял яблоко, вернулся домой и сделал все, как велел дервиш. И послал им Аллах девочку. Султан не знал, как уберечь дочку, как лучше ее вырастить, и придумал. Построил ей дворец под землей, нянил кормилицу и няню, и стала девочка расти в этом подземном царстве. Ее кормили одним костным мозгом и поили молоком и медом, пока она не выросла. Вот девочке исполнилось уже 15 лет, а она еще никогда не выходила из своего дворца. Однажды сидела она за столом, обедала, и вдруг в рот ей попала косточка. Бросила она косточку в верхнее окошко и разбила стекло. И такой хлынул через разбитое стекло свет, что девочка только диву далась. Взглянула она в окно, посмотрела наружу, видит улица, снег падает, а по улице идут прохожие. Один другому говорит: «Говорят, сын индийского махараджи белый, как этот снег, щеки у него красные, а родинка на щеке, как черный перец». Услышала девушка эти слова и влюбилась в сына индийского махараджи. А ее султан был отцом Хорасана. С каждым днем стала она бледнеть и худеть. Султан позвал кормилицу и няню и спрашивает: «Что случилось с моей дочерью? В чем причина ее недуга?» «Мы все узнаем и сообщим тебе», – ответили женщины. Повели девушку к врачам. Все они в один голос сказали, что девушка влюблена. Султан же очень разгневался и поколотил всех лекарей, которые говорили, что болезнь девушки – это любовь. Однажды невольница дочки султана спросила: «Госпожа, что у тебя за горе? Почему ты таешь, как свечка? Расскажи мне, может, я найду, как помочь тебе в твоем горе». «Однажды ела я костный мозг», – ответила девушка, – «и в рот мне попала косточка. Бросила я ее и разбила окно. Потом выглянула на улицу и увидела двух мужчин. Я слышала, как они говорили, что у сына индийского махараджи белая кожа, красные щеки и черная, как перец, родинка. Еще не видев этого молодого человека, я влюбилась в него. Вот почему я так побледнела». Невольница тут же побежала к султану. «Радостная весть, мой султан! Я узнала горе твоей дочки». Услышав рассказ невольницы, султан приказал: «Сейчас же пошлите посла к индийскому махараджи. Если он махараджа, то я великий турецкий султан. Пусть сын его женится на моей дочери». Тотчас отправили в Индию посла, но сын махараджи отверг предложение султана. Он передал послу письмо, желтую веревку, кинжал и сказал: «Если даже ваша невеста пожелтеет, как эта веревка, и захочет убить себя этим кинжалом, я все равно на ней не женюсь». Посол отдал веревку, письмо и кинжал султану и передал ему слова сына индийского махараджи. Султан пришел в ярость. «И дочь моя влюбилась в такого подлого человека, пусть она будет проклята», – сказал он и отказался от дочери. А девушка, покинув страну, отправилась искать сына индийского махараджи. Шла она, шла и, наконец, пришла к роднику. Смотрит, какая-то девушка кувшин наполняет, а напротив родника стоят огромные дворцы. Подумала дочь султана, пошла и постучала в дверь одного из дворцов, решила наняться служанкой. «Возьмешь меня в служанки?» – спросила она. Человек, открывший дверь, ответил: «Сейчас спрошу царевну». Царевна посмотрела на девушку и видит, не похожа та на служанку. Велела ей войти в дом и спрашивает:
откуда ты и куда идешь?» «Я дочь султана Хорасана. Влюбилась я в сына индийского махараджи». Показала она желтую веревку и кинжал, а царевна, увидев это, говорит: «Не печалься, я его старшая сестра, и он раз в год приезжает сюда. В это время в саду распускаются цветы и начинают петь соловьи. Так мы и узнаем день его приезда. Есть у меня для тебя 3 урока, и если выполнишь их, я вас поженю. Прежде всего я продам тебя на невольничьем рынке». Девушка согласилась на все. На базаре девушку продали какому-то бею, который привел ее домой. А у бея была дочь, лицом и телом точно большой сундук. Девушка, став невольницей, должна была кормить это чудовище. Каждый день им приносили обычные кушанья. Но как-то девушка не стала кормить дочку бея посланным обедом и сама сварила еду. Как только дочка бея поела, она превратилась в красивую девушку. Оказывается, ее кормили заколдованной пищей. Утром обе девушки поднялись в комнату бея. Увидел он, как похорошела дочь, обрадовался и спросил: «Как это случилось?» «Моя невольница, я тебя освобождаю. Проси, чего хочешь». «Ничего мне не нужно», – ответила девушка. Бей подарил ей золотую чашку и отпустил на волю. Обрадовалась девушка и пошла в дом царевны. Царевна сказала, что ей осталось выполнить еще 2 урока, и опять продала ее на базаре. Девушку купил другой бей. У него был сын. А в доме у бея жила служанка-арабка, которая хотела, чтобы сын бея женился на ней. Юноша не соглашался, и тогда она бросила его в темницу. Она всем в доме заправляла, эта арабка. Поняла эта девушка и как-то ночью притворилась спящей. Видит, арабка встала с постели и, взяв кусок сухого хлеба, пошла в темницу, где был заперт юноша. «Возьмешь меня в жены?» – спрашивает арабка. «Нет», – отвечает юноша. Тогда она избила его плетью и вернулась к себе. Девушка все это подглядела, а утром пошла к бею. «Я знаю, где заключен твой сын», – сказала она. «Пригласи вечером нескольких мужчин, и как только я дам знать, идите со мной, я покажу тебе сына». Бедные родители с нетерпением ждали вечера. Когда стемнело, девушка подала знак, и все пошли следом за арабкой. Как только арабка подошла к юноше и спросила: «Возьмешь меня в жены, освобожу тебя», тут же ее схватили и убили, а сами вместе с юношей вернулись в дом. «Дочь моя, ты освободила моего сына, выходи за него замуж», – сказал бей. «Очень прошу вас, отпустите меня», – отвечала девушка. Они согласились, подарили ей медный кувшин и отпустили. Девушка с медным кувшином побежала к царевне. «Еще одно испытание осталось», – сказала та. «Если и это выполнишь, тогда все будет в порядке». Девушку опять повели на базар невольников и продали. Снова купил ее какой-то бей. У него была безумная дочь, привязанная цепями в темнице. Каждый день она съедала одну девушку. И нашу девушку тоже привели и бросили людоедке. Девушка посмотрела по сторонам, увидела человеческие кости, тотчас нашла укромный уголок на чердаке и спряталась там. Безумная дочь бея рассвирепела, рвется, мечется, хочет порвать цепи. Утром отец привел еще одну девушку, но дочка султана взяла ее к себе. Стали они дразнить сумасшедшую дочь бея. «Что, не смогла нас съесть?» На следующее утро привели новую девушку. Они ее спрятали на чердаке. Вечером дочка султана сказала 2 другим: «Давайте-ка свяжем наши пояса, и я спущусь вниз. Найду хлеб, свечу и вернусь». Они спустили девушку вниз. Смотрит она, впереди свет. Подошла,
И что вы думаете, увидела? Сидит женщина-див с открытой грудью и варит в котле, полном воды, кольцо. «А что ты варишь в этом котле?» – спрашивает девушка. «Я варю разум, привязанный цепями дочери Бея. Когда выкипит вся вода в котле, она совсем с ума сойдет. Зато если кольцо, которое лежит в котле, надеть ей на палец, она сразу станет здоровой», – отвечает та. «Женщина-див, а как же ты поднимаешь этот котел? Покажи-ка», – говорит девушка. Женщина-див тут же вдела ноги в ручки котла, а девушка не зевала, толкнула ее в котел. Та и сварилась. Девушка скорее взяла из котла кольцо, разыскала хлеб и свечу и прибежала к другим девушкам. Подняли они ее наверх. Вдруг видят, девушка в цепях уже в себя пришла. Стала просить, чтобы они ее освободили. «Ты нас съешь? Как мы можем подойти к тебе?» – говорят они. «Я вам ничего не сделаю, я уже выздоровела», – плачет девушка в цепях. Пожалели ее девушки, освободили. Дочь султана надела ей на палец чудесное кольцо. А родители удивились тишине в доме, ведь дочь их все ночи напролет кричала. Прибежали они в темницу. «Не умерла ли наша дочка?» И вдруг видят 4 девушек, одна другой краше. Отец и мать чуть с ума не сошли от радости, что их дочь наконец поправилась. Тогда дочь султана Хорасана рассказала им обо всем, что случилось. «Теперь и ты наша дочь, мы тебя никуда не отпустим», – сказали они. «Лучше дайте мне свободу», – попросила девушка. Тогда родители девушки подарили ей ковер и отпустили ее, а она, обрадовавшись, поспешила к царевне, которая сказала: «Теперь все уроки выполнены, скоро и мой брат приедет. Когда он попросит у меня воды, я позову тебя, а ты принеси. Когда будешь подавать ему воду, немного облей его. Я тебя обругаю и прогоню, но ты не обижайся». И вот однажды, когда девушка прогуливалась по саду, пели соловьи, расцвели цветы, забурлили бассейны. И тотчас показался у ворот сын индийского махараджи. Он вошел во дворец сестры, сел и попросил немного воды. «Ах, брат мой, я взяла новую служанку, такая красавица!» – сказала сестра и крикнула девушку. «Принеси моему брату воды», – велела она. Девушка стала подавать воду и брызнула на царевича. Сестра обругала девушку, прогнала ее. «Мой брат в год 1 раз приезжает, и ты ему всю одежду замочила». А юноша увидел девушку, душой и сердцем влюбился в нее. Стал он за нее заступаться. «Высохнет вода, не ругай ее». Погостил он несколько дней и уехал к себе на родину. Но через месяц снова запели соловьи, расцвели цветы, забурлили бассейны. Тогда царевна велела постелить постель, а сама подложила под матрас сухие лепешки. Вымыли девушке лицо соломенной водой и уложили в эту постель. Пришел царевич к сестре и опять воды просит. Но на этот раз сестра послала за водой хромую арабку. «А где же та красивая девушка?» – спрашивает царевич. «Забудь эту лентяйку, я побила ее, и она слегла в постель». Расстроился царевич, пошел навестить девушку. Как увидела она его, завертелась сбоку на бок, лепешки под матрасом ломаются, трещат. «Ах, косточки ломаются!» – стонет девушка. Рассердился царевич на сестру. «Зачем ты так сильно побила ее? Разве тебе не жалко?» И ушел. Через несколько дней сестра сообщила брату, что девушка умерла. «Ты пил воду из ее рук, так приди и на ее похороны». Царевна заказала гроб, уложила туда девушку и положила ей на грудь письмо, желтую веревку и кинжал. Приехал сын махараджи на похороны.
«Открой лицо покойницы, посмотри», – говорит сестра. Приоткрыл он саван, увидел на груди девушки свое письмо, веревку и кинжал и сразу упал замертво. Сестра привела брата в сознание. «Ты долго терзал эту девушку. Сколько она вытерпела из-за тебя. Хотела я еще больше тебя огорчить и помучить, но не смогла больше положенного». Тут вытащила она девушку из гроба, влюбленные обнялись, сын индийского махараджи женился на дочери султана Хорасана и увез ее на родину. Там они играли свадьбу 40 дней и 40 ночей и, наконец, достигли своих желаний. Аудиорассказы от Эдемы Элай.